Ух ты, ёперный. Здравствуйте. Добрый день. Так, у вас Максидом Мариинский, да? Да. Угу. Пристегнетесь? Да. Не дует, нет, потому что что-то под кондиционером я чуть-чуть это самое. Ну, если честно, можно немножко потише сделать. Давайте сейчас. Ну что, друзья мои, один из самых частых вопросов. Жека, где взять тачку под такси? Дай машины. Ну, нет у меня пока машин, пока ничего дать не могу. И решил в связи с этим сделать обзор на один из таксопарков, в котором, соответственно, эти автомобили есть. Таксопарк называется «Рулим». Находится он в Москве. Но подойдет он, конечно же, не только москвичам, но и тем, кто собирается приехать из других регионов на заработки, да, и будут ходить по Москве, искать где-то тачки. А я вам сейчас расскажу, стоит или не стоит, и вы сами примите решение. Окей, итак, обзор на таксопарк «Рулим». Что мне удалось выяснить, друзья мои? Удалось мне выяснить вот что. В наличии в этом таксопарке есть тачки эконом, комфорт и комфорт плюс классов. Хороший разброс, что называется. Ну, то есть, не только эконом, да, как во многих. У них очень много автомобилей без пробега, комфорт и комфорт плюс класса. Новые автомобили — это всегда круто, да, когда садишься в новую тачку, это очень даже неплохо. Ну, мне, по крайней мере. Кому-то, конечно, запах новой машины не нравится. И я, кстати, двоих таких людей лично знаю. Так, что по ценам? Итак, эконом у них Kia Rio, Kia X-Line и Skoda Rapid от 2020 года 1800 рублей бензин получается и 2000 газ. Так, комфорт Cherry-Tiggo 4 Pro 23 года 2400. Абсолютно нормальная цена, могу вам сказать. Так, Havail Julion от 22 года 2600. Кстати, классная тачка, мне она нравится. Вот кто бы что про китайцев не говорил, мне она зашла. Ну, вот в таком полуэконом варианте нормальная тачка. Так, и Cherry-Tiggo 7 Pro 23 года 3000 рублей. Она в комфорт плюсе пролазит. Лично ездил на ней как пассажир и как водитель. Так, что еще? В парк, да, что про парк можно сказать? Парк, я не зря его взял, потому что он входит в топ-10 парков РФ. Вот, у них есть суточный пробег также без ограничений, это тоже важно, да, у многих стоят ограничения на суточные пробеги в парках, у них нет. Ну и вывод средств у них, конечно же, как и везде, моментальный, без ограничений по суммам и времени. То есть, когда захотели, сняли бабки свои, кровно заработанные на их автомобили. Так, у них есть акция сейчас, да, что у них там есть по бонусам? Есть акция, приводишь друга, получи 2 дня аренды бесплатно. Мелочь, а очень приятно. Ну, кстати, как мелочь? Для многих и не мелочь. Так, или у них есть такой же вариант, когда приводишь друга, по 100 рублей скидка за каждый отработанный день вашего друга. Количество приведенных друзей без ограничений. Да, можете привести всех своих одноклассников и всю школу. Время на оформление автомобиля в таксопарке «Рулим» полчаса максимум. Да? То есть вы приходите, не надо сидеть, топтаться, ждать, думать, что сейчас я приду утром, уеду вечером в ночную. Этого всего, соответственно, не произойдет. Итак, вот такой коротенький обзор. Решать, соответственно, вам, что я со своей стороны могу для вас сделать, чтобы вы попробовали поработать, например, и выяснить, так ли все замечательно или нет. А я у них выпросил промокод на 2 дня в подарок. То есть 2 дня бесплатных по промокоду моему, соответственно, какой у меня может промокод? TaxiHype. Попробуйте, поработайте и потом расскажете. Ну, можете позвонить, телефон будет у нас в описании к ролику. Тоже можете все проверить все то, что я вам сейчас сказал. Может, я вас где-то и чуть-чуть обманул, а может и нет. Проверяйте обязательно. Итак, все, такая рубрика. Поехали дальше. Такая погода непонятная. Да. Вроде солнце, ветер. Это Питер. Как я люблю говорить, 2 человека. Причем я как делаю, в окно смотрю, типа, как одеться с утра. И смотрю, на остановке стоят половина в шортах. Вот реально в шортах. Причем в коротких. А половина в теплых куртках. И они меня вводят в заблуждение. Я не понимаю, как одеваться. В итоге приходится ориентироваться на себя. И вот смотрите, я в шортах и в куртке. Да. То есть я по-питерски одет. Слушайте, интересно, а это одни и те же люди? Потому что я тоже с утра смотрю, и вот те же 3 стоят в шортах, и те же 3 стоят в куртках. Видимо, у них такая задача вводить в заблуждение. Они перемещаются по этому самому, по
ребята, наверное, какой-то спецотряд. Видимо, да. Алло. Алло. Алло, здрасте. Здрасте. А вы где? Я жду вас уже тут 10 минут. А вы кто? В смысле кто? Я заказ сделала. А куда вы? Ты что, вообще что там охренел? Не, во-первых, подождите, успокойтесь. Я на героев, отмена же была, вы отмену сделали. Да какая отмена? Ты что, ненормальный? Я стою тут с сумками. Нет, ну я... Тебя на вы... улице. Так вы отмену сделали, у меня по программе была отмена. Ну, вы, пассажир, сделали сами отмену. Как? Ну, ты что, мудак, что ли? Так, во-первых, вы успокойтесь. Я не знаю, что теперь делать. А что делать? Муравью хуй приделать, что делать? Зря на меня сейчас... Так, я не поняла, где вообще вы находитесь? Я к вам не приеду, я уже я пассажира другого взял. Вы отмену сделали, и мне пришел другой заказ. Я с другим пассажиром, я физически не могу к вам приехать. Ну ты, конечно, предшеносу. Сколько мне тебя тут вообще? Так, во-первых, еще раз говорю, другого. Я вызови другого? А как я вызову вам другого? Женщина, вы... Не насрать. Нет, я понимаю, может вам успокоительного попить какого-нибудь? Ну вы что, издеваетесь, что ли? Успокойтесь, серьезно. Вызовите другую машину. Ну ты мудак, конечно. Так, вы на громкой связи, у меня пассажир... Так, все. Все, до свидания. Я прошу прощения. Ну, это часть моей работы, скажем так. Я просто... К сожалению, не знаю, к сожалению, или я не знаю, у нас очень много, сейчас я попытаюсь корректно сказать, ну вы меня простите, если вдруг вам что-то не понравится, да, у нас много недолюбленных женщин, ну как бы вот, и не только, я так понимаю, что в нашем городе, но где-то еще, и вот такие реакции на небольшие какие-то вот вещи, которые происходят у них в жизни, они выдают, и причем я чувствую агрессию именно вот такого плана, как бы... Ну, то есть, женщина же молодая по голосу, да? Она же не старушка. Да. И видно, и чувствуется, что, видимо, у нее давно не было этого. Да? И как бы, ну, я же тоже просто таксист обычный. Я же не могу всем помочь, правильно? Тем более женатый. Поэтому... То есть вы думаете, все-таки в этом, да, причина? Ну, подождите, хорошо, вот вы женщина. Вот да. Вы улыбаетесь, вы с хорошим настроением выглядите вообще огнище. Что, скажите мне, это неправда? Ну, вот как-то это не с этим завязано? Не, может быть, что-то другое, вот просто... Слушайте, ну, на самом деле, отчасти. И, конечно, у каждой женщины есть, вот я вам как женщина скажу, есть свой жизненный фон. И этот фон может быть таким расслабленным, кайфовым, в таком удовольствии от жизни, от общения с мужчинами, там, от мужа и так далее. А может быть совершенно иной. Вот совершенно. Где она раздраженная, где ей все не нравится, где она испытывает вот эту агрессию постоянный, гнев и так далее. У нее фон жизни, ну, такой себе. Задав этот вопрос, я, ну, типа, готов был услышать да или нет, а вы как-то так настолько такими словами еще, вы как бы в теме, что ли, в какой-то? Ну, мне просто интересно, потому что, ну, обычно так не отвечают. Фон жизненный, там, вот эта вся история. Ну, я психолог и сексолог. Итак, поехали. Почему мужчины становятся, хотел сказать, анонистами? Да? Не каждый дрочер, между прочим, анонисты. Не каждый анонист – это дрочер. И как раз серьезно? С женщинами работаю в этой теме. И прекрасно понимаю даже эту женщину, которая позвонила вам. И понимаю, в чем могут быть ее, так скажем, затыки. Ее сложности. Они у нее есть, как мы с вами услышали. Так что же вы сидите? Почему же вы не помогаете им? Срочно стадион собрать, всех загнать. И я просто не знаю, как это происходит. Наверное, да, я просто не знаю, как это происходит, что вы там делаете. Таблетки какие-то даете, типа, ну там, вот тебе таблетка, сейчас все будет нормально. И она становится более, с таким более покладистым характером для завоевания мужчиной. Нет? Не так происходит? Нет, на самом деле без фармы обходимся. Мы работаем с мышлением, работаем, скажем, с психикой женщины. Так. Это то, чего не видно, то, что нельзя пощупать, но то, что можно определенными вопросами, определенными техниками, определенными такими практиками вывести на чистое, кайфовое сознание. Вот так вот. Блин, и вы говорите, что же я ничего не делаю. Вы знаете, сколько у меня женщин занимаются, сколько проходят терапию, и сколько успешных из них, совершенно новых, таких кайфовых девушек получается. Знаете, что я еще заметил? Какой у меня диссонанс в голове? Да. Обычно, необычно, но бывает часто, что диетолог, там диетолог, да, жирный.
да? Диетолог Бывает жирный. такое. Ему нельзя верить. Окулист слепой. Да, там Видели стоматолог с плохими зубами, да. Ну вот, я вот про это говорю. А вы психолог, Да. вы и выглядите как, ну, как бы соответствующе. И голос у вас как будто вот вы, как вам можно вот этот вот, ну это опять же без обид, а как, знаете, по телефону, ладно, у вас отличный голос. Скажите честно, пользовались? По телефону? Да. Никогда, но интерес был, отвечаю. Я пышногрудая блондинка. Медленно снимаю с себя. Так, ну, особенно в молодости. Просто это интересно. То есть, Это как интересно. же это, да, происходит? И нет, за деньги нет. Но у меня, конечно, был опыт, когда был виртуальный, да, Да. как бы виртуальная история, когда мне там девушка что-то наговаривала в телефон, а я, Да. соответственно, каким-то образом расслаблялся. Ну, В это общем, отличное разнообразие. Да. Спасибо, жизни. спасибо, Да. я не извращу. Нет, Спасибо. отнюдь. Спасибо. Так скажите, а у специально такой голос должен быть, что ли, или что? Ну, то есть, это как бы... Да так, наверное, получилось, вот, что все-таки я считаю, что моя профессия досталась мне не случайно. Во-первых, я к ней пришла, ну, скажем, там, не 18 лет, а уже ближе к 30, то есть это такой осознанный возраст женщины. Вы, кстати, замечали, вот мне даже интересно, что женщина сексуально раскрывается в более таком, ну, постарше возрасте, не 18 лет. Почему? Потому что приходит вот это понимание себя, своего тела, Что это мне не нравится, стыдно, не стрёмно, там, не да, что это стрёмно. нормальная тема. Да. И еще, что если не сейчас, то потом уже точно нет, да? Точно нет. Да, я понимаю. Это на самом деле разными гранями проявляет себя в разном возрасте, поэтому крест ставить там после 40 не нужно. Я чувствую, сегодня у меня день будет веселый, я прям сейчас, Почему ну, это? я разогреваюсь уже, я уже разогрелся. А вы, ну, до этого чем-то занимались, или вот вы говорите, что... Ой, совершенно другим. Вообще Да? совершенно другим, да. И когда я уже пришла к этой профессии, во-первых, себя как женщину поняла. И поэтому мне через это понимание стало легко взаимодействовать с другими женщинами. Я вижу, где у них вот это стыдно, грязно, неприлично проявляется, Так. где у них какие-то, как это сказать, там, сложности, да, в понимании своей. И мне легко это подкрутить и подправить. И, в общем, и я кайфую очень от своей работы, честно вам скажу. Вы от своей кайфуете? Теперь да. Теперь да. Раньше нет. То есть сегодняшнего дня, да? Час назад еще нет, а сегодня уже да. А вы, ну, чем-то... Вот это основная, да, история? То есть вы больше ничем не занимаетесь? Ну, у меня единственное, что... Ну, не знаю, насколько я вам расскажу, насколько вам это станет понятно. Но вот смотрите, даже на примере этой женщины. Да. Она же такая напряженная была, да? Да. Да. И хотелось бы как-то ее расслабить. Вот Так. мне лично. У меня профессиональное такое искажение вышло относительно этого разговора. И хотелось как-то ее расслабить. И на самом деле я занимаюсь еще такой важной темой. Называется она медитация. Медитация и расслабляющие практики. Что-то слышали о таком? Ну, типа, сидит лысый чувак в костюме буддиста и вот так вот, типа, дзен ловит. Я просто, Ну да, в общем, ну, это так. стереотипное представление, да? То есть, типа, что там чувак завис на траве, да, в позе лотоса, медитирует. Ну, вот Ну, как-то... Ну, скажите. Ну, смотрите, Да. такое понимание, оно есть, и оно нормально было бы, если бы мы отнеслись с вами лет 20 назад, когда о медитации ни один человек живой в России не слышал. И ваше бы мнение сейчас было бы топчик просто. Да. Но сейчас это то направление, которое помогает людям, ну, как бы сохранять свой здоровый эмоциональный фон. Вот так вот. То есть, если у вас напряженная работа, если... А у вас, походу, напряженная У работа. меня очень напряженная работа. Вот, если у вас какие-то сложности, да, там, конфликты на работе или в семье возникают, мы же как все делаем? Мы все это в себе копим, прям так, хорошенечко, вот, и потом это все в виде тревоги, в виде, например, даже панических атак, в виде какой-то агрессии, гнева выливается, да? Это правда. И с этим нужно как-то работать. Вот как раз-таки С этим медитативные техники, расслабляющие техники дают возможность каждому человеку, вне зависимости от его там понимания этой темы, вот, справиться с этим стрессом. А я могу, вот, то есть это нужна какая-то спецподготовка или что? Или я могу там как-то... Я просто даже не очень представляю. То есть я где-то оказался, да, и я могу вот помедитировать, типа, да? Да. Да, и, ну, вам просто нужно понимать, что это дыхательная, да, штука, дыхательная Да. техника, то есть нужно с дыханием уметь работать, и
я понимаю, мне на самом деле очень часто приходится это объяснять совершенным новичкам. То есть вот как вы, которые думаете, что медитация — это вот когда в горах сидит лысый чувак и медитирует. Вот у меня таких большинство. Вот, и мне приходится им, я чаще на примере это делаю. То есть вот я начинаю показывать, как это, что это, и это становится понятно абсолютно всем и абсолютно каждому. Блин, это вообще на самом деле очень интересная история, тем более, что я этого никогда не касался. Но это не больно, да? Нет, это не больно, это даже, говорят, приятно, и плюс там сочетание с голосом, это дает очень хороший эффект. А чей голос? Голос мой, потому что я же провожу. Все, я понял, просто, Вы даете. Не, может, просто я думал, вы там как-то, я реально... Посредник вы, наверное, были, да? Я между лысым мужиком в горах и кого бы вы остальным. предпочли, кстати, между лысым в горах и вашей нынешней Я вот клиенткой? предпочел бы вас, я вас уверяю. При любом раскладе, даже если бы я был. Хорошо, Даже вот ладно. тут вариант за деньги тоже бы ничего не решил. Я вот бы все-таки склонился в вашу сторону. И даже если бы лысый мужик в горах был бы моим другом, А за деньги? родственником. Как поет инстасамка, за деньги да, но я, наверное, нет все-таки. То есть я еще не достиг такого уровня, как это сказать, алчности, чтобы за деньги с лысым мужиком в горах. Нет. Думаю, что нет. Достойный ответ. Достойный Вот, кстати, ответ. если с этой девушкой, если бы она пришла, допустим, ко мне в работу, да, я бы с ней вот подобные техники бы проработала. Но знаете, в чем большое отличие? Человек, чтобы измениться, должен сам Вот я хотел сейчас спросить, она же должна сама, да, понять, что у нее Да. что-то, да, то есть вы же не сможете ей сказать там, милочка, у вас есть проблемы, welcome to медитации, разборы и все остальное. Она же может сказать, типа, ты пошла, вы, да, Да, куда-нибудь, у меня насильно все нет. шикарно, да, у меня вообще все огнище. То есть надо же, это как алкоголик, да, он должен признаться в себе, в первую очередь, что он алкоголик, да, или Точно. лечиться пойти, так же здесь. Мы почти Принцип, приехали. Да, супер. Супер, что мы приехали. Блин, на самом деле очень интересно. Я бы вот даже, как-то бы поучаствовал, потому что мне это правда. Либо я бухаю, простите уж, да, чтобы снять стресс, либо бухаю, потому что у меня других вариантов. А тут, оказывается, еще и медитация какая-то есть. А вы в курсе, что, бухлом это дело не снимешь? Да я знаю, а как? Все равно пользуетесь, да, этим способом? У меня же не было вот человека, который мог бы мне, вот как вы, сказать... или показать даже, я не знаю. Сложно это, не сложно. Что, как вы сами? У вас безнал. Да, безнал. А как вас зовут? Меня Евгений. А Евгений. вас? Меня Олеся. Очень приятно. Очень приятно. Вы, если хотите, Так. мне честно скажу, мне понравились. Вы классный, вы такой позитивный, не знаю, и думающий в то же время. Так. Я не знаю, вопрос классный задаете. Ну хватит. Засмущала вас. Да. Если хотите, я вам Так. сейчас проведу такую вообще экспресс-технику, чтобы вы просто поняли вообще, что это такое. Ну, А может, потом вы ко сейчас мне я с линии придете. уйду. Вы же в этом районе живете или нет? Да. Вы можете потом прийти ко мне на занятия. А, серьезно? Да, я и онлайн, и офлайн преподаю. А где преподаете офлайн? Офлайн здесь, в Питере, у меня несколько студий, где я работаю. А как вообще вас? Вы где-то находитесь, где-то у вас ведете что-то? Да. Телеграм, Инстаграм, что-то? Да, в инсте. Давайте я сейчас это самое к вам в инсту. А сгенерируйте этот самый Да, QR-кодик, да? давайте. Сейчас я... Просто QR-код, да, вам показать? Я думаю, да, я же по нему, я так понимаю, смогу найти или как? Да. Я же просто камеру, я, конечно, тоже такой специалист не супер, но я думаю, что я справлюсь. Вот. Оп. Вот это вы. Да. Видите, как быстро? Да. Все, и тогда Сохраните давайте себе. я подпишусь на вас. Да. Чпок, все, я подписался. Плюс 1 фолловер у вас есть. Так, я готов. Отлично. Что мне нужно сделать? Так, давайте сначала отстегнем. Давайте. Ничего не смущало. Очки, наверное, сниму, да? Очки снимите, да. Так. Вроде солнце на вас не попадает, все комфортно. Жень, смотрите, Так. сейчас будем расслабляться и будем делать это с помощью дыхания и с помощью моего голоса. Если бы это были 90-е, Да. я бы рисковал остаться без телефона, без сумки, без тачки. Сижу в позе лотоса на голом асфальте, а Олеся уже уехала, а я все в этом забвении. Это шутка, готов. Нет, Так. Жень, смотрите, Да. облокотитесь полностью, чтобы Да. у вас голова тоже была расслаблена. Я буду лишь наговаривать текст, Так. а вы просто вот делайте как получится, да? Это Хорошо. первая же ваша медитация. Да, Хорошо. Давайте. давайте. Делаем глубокий вдох через нос. Честно. Да.
Выдох через приоткрытый рот. И еще один чуть более глубокий вдох. И мягкий, расслабленный выдох. Женя, еще одним вдохом словно собираем напряжение из всего тела. И с выдохом мягко отпускаем его в пространство. Теперь сконцентрируйте свое внимание на дыхании, на кончике носа. Прочувствуйте, как вдох и выдох проникают в ваше тело. На кончике носа лишь сохраняйте свое внимание. Могут приходить и уходить мысли. Это нормально. Старайтесь не отвлекаться и внимание обратно возвращать на кончик носа. А сейчас я буду называть части тела, и вы будете направлять туда свое внимание. Только и всего. Переведите ваше внимание на область головы. Прочувствуйте ее внутри. Внутреннее пространство головы. Лицо. Разгладьте зону межбровья. Прочувствуйте тяжелые веки. Слегка разомкнутые губы. Расслабленную челюсть. Прочувствуйте зону горла и шеи. Плечи и грудную клетку. Зону живота. Всю спину целиком. Прочувствуйте, как спина касается поверхности кресла. Расслабьте бедра, колени, руки целиком. Прочувствуйте, как ваши ладони касаются поверхности ног. Направьте внимание в голень, икры и стопы. И более широким шагом внимания расслабьте все тело целиком. От кончиков пальцев ног до макушки головы. Сохраняйте дыхание свободно и спокойно. И сейчас мы будем плавно выходить из этого состояния. Вы представите то пространство, которое нас окружает. Сделайте глубокий вдох. Мягкий, расслабленный выдох. Мягко приоткройте глаза. Посмотрите на меня. И я испарюсь. Олеся, гипнотизер просто. Я, не в состоянии буду. Ну, вот что, это приятное состояние для вас? Это приятное состояние, причем без алкоголя, я вам могу сказать. То есть это же это круто. Быть, да? И у вас с голосом, конечно, вас Бог не обидел ничем. Не обидел. Вообще не обидел. Вы молодец. Я приду к вам на медитацию, да? Обещаю. Класс. Клянусь. Жень, вы очень классный, правда. Столько спасибо вам большое. Какая-то фигня. Я вас не задержал, не очень? Нет, все в порядке. Все. Я побежала. Я желаю вам удачи. Спасибо. И жду вас на занятиях. Спасибо. Там себе сейчас буду приходить в себя. Давайте, пока-пока. Надо работать. Пока, спасибо вам. Ох, вот это я кайфанул, блин. Ни хрена себе. Так реально можно остаться без всего, как говорится. Бля, ну это реально крутая. Блин, у нее голос, конечно, крутой. То есть, ну, блин, у нее голос вообще крутой. Блин, надо было спросить, наверное, занималась где-то с таким-то голосом. Короче, пацаны и девчонки, реальная штука. Смотрите. Оставлю, короче, сделаю подгон. Олеся Фейлер. Сделаю подгон, оставлю ссылку на инсту в этом самом... Я уже ни хера не соображаю. В описании к ролику. Ох, да, ну, это лучше,
Вот это лучше, чем начинать день вот с такой бабы, которая мне звонила по телефону. Гораздо лучше. Вот она бы мне засахатила всю смену. А вот эта девушка мне подняла просто... Меня подняла на новый уровень, друзья мои. Кто знал вообще про эти медитации? Блин, давайте накидаем ей... По десятибалльной шкале, пожалуйста, девушку на оценку. Вот в целом образ, да, и внешность, и голос, и род занятий. Давайте не поскупимся. Мне кажется, что она прям классная, и таких людей должно быть больше. Потому что вот они реально помогают. Не сейчас я тебя там это, а вот она прям реально. Я прям... Крутя. Блин, я даже говорить не могу. Блин, реально расслабляет эта хрень, конечно. Особенно если ночью спишь как старик. Ребята, поехал работать дальше. Прям, блин. Эх, хорошо! Как говорится, что не у меня. Пишите, оценочку поставьте. А я пошел работать.